Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о пчелах. Пчела для человека является, пожалуй, самым полезным насекомым нашей планеты. Ведь благодаря ей люди с давних времен имеют возможность лакомиться медом. Еще в древние времена человечество научилось специально разводить пчел, а мед, полученный с их помощью, на протяжении веков служил как любимым сладким лакомством, так и лекарством. Да и многие животные не прочь полакомиться медком, и некоторых так и прозвали, например, всем известного медоеда. А то, что пчелы являются основными опылителями растений, ни для кого тоже не секрет. Так что пчела с незапамятных времен является верным другом растений, а с запамятных и человека. Ну и как не поговорить об этой помощнице здесь и сейчас? Поехали! По зоологической классификации пчела относится к семейству жалящих, отряду перепончатокрылых. Ее ближайшими родственниками являются осы и муравьи. На планете Земля существует около 20 тысяч видов пчел, и это одни из древнейших насекомых. Обширное семейство пчел делится на подсемейства, наиболее обширными из которых являются галактиды, андрениды, мелитиды, пчелы настоящие, стенотритиды, калитиды и мегахелиды. В общем, в них насчитывается более 520 родов. Пчелы обитают по очень широкому географическому ареалу, так что легче сказать, где пчелы не живут, чем где они живут. И по сути, пчел нет только в тех местах, где нет никаких цветущих растений, жарких песчаных пустынях и холодных арктических тундрах. Не забывая Антарктиду, во всех остальных местах пчелы есть. Что касается излюбленных мест обитания этих насекомых, то они любят селиться в горных расщелинах, устраивать свои улья в дуплах старых деревьев и земляных норах. Для пчел важно, чтобы их дом был защищен от ветров и поблизости находился водоем. Размер пчел колеблется от 2 мм у карликовой пчелы до 4 см у пчелы волоса из рода мегахил, обитающего в Индонезии. Пчелы приспособились питаться нектаром и пыльцой, используя нектар главным образом в качестве источника энергии, а пыльцу для получения белков и других питательных веществ. Для этого у пчел есть длинный хоботок, которым они пользуются для высасывания нектара растений. У них также имеются усики, каждый из которых состоит из 13 сегментов у самцов и 12 сегментов у самочек. И это не просто усики для красоты, это ее нос, но и тут не все так однозначно. Это прямоходящий привык носом нюхать и дышать. Пчела же лишена такого носа, и дышит она через специальные дыхательные отверстия, дыхальца, расположенные по бокам тела. Дыхальца пчелы не приспособлены к восприятию запахов. Чтобы запахи могли проникать к волокнам обонятельного нерва, усики покрыты тонкими паровыми канальцами. Однако усики пчелы – это не только орган обоняния, но также и орган осязания. Усики покрыты многочисленными мельчайшими осязательными волосками, на которых расположены сенсилы. В результате такого специфического носа пчела обладает объемным обонянием. Воск, из которого сделана сота и восковой шарик, для нее пахнут по-разному, так как пчелы живут в улье в полной темноте и ориентируются только при помощи осязания и обоняния. Совершенство этих органов чувств играет решающую роль в их жизни. Кроме обоняния и осязания, усики пчелы выполняют и другие функции. Например, ученые установили, что на усиках находятся разные микроскопические органы, одни из которых служат для восприятия вкуса, другие реагируют на тепло и холод, третьи на влажность воздуха или содержание в воздухе углекислого газа. Видимо, именно усики помогают пчелам поддерживать в улье оптимальный микроклимат, необходимый для роста их деток. Так что нос пчелы – это многогранное приспособление, играющее очень важную роль в жизни пчелы. И вообще пчела похожа на биологическую машину. Каждая часть тела насекомого сконструирована и настроена самой природой для выполнения конкретных задач. Ротовой аппарат пчелы не исключение. Передние и нижние
нижней части головы перепончатокрылого целое предприятие, где есть самый настоящий станок для измельчения, труба для всасывания, устройство для слизывания, а также небольшая химлаборатория, где нектар проходит предварительную ферментную обработку. Непарная верхняя губа и парные верхние челюсти, жвалы, выглядят так же, как у насекомых с грызущими органами. С помощью расположенных по бокам головы мандибул крылатые жительницы улья придают форму частичкам воска и выносят из улья посторонние предметы. Отличие состоит в структурных особенностях максилл и нижней губы. В ходе эволюции эти придатки превратились в длинный телескопический орган. Видоизмененная и сильно сдвинутая вперед губа вместе с нижними челюстями сформировала пчелиный хоботок, удлиненный гибкий орган с желобком и внутренними каналами. Возле ротового аппарата есть система специальных желез, которые вырабатывают ферменты и секреты. Такие конструктивные решения позволяют полосатым насекомым проникать вглубь цветка, растения медоноса и добывать сладкий нектар. На поверхности ротового аппарата расположены органы вкуса, благодаря которым пчела различает сладкое, соленое, горькое и кислое. С помощью сосущей части конструкции пчелы управляются с жидкой пищей, достают нектар из цветов, а также едят мед и сот. Помимо головы пчелы, которую венчают усики, у пчелы имеется 5 глаз, 3 в верхней части головы и 2 спереди. Последние сложные глаза, имеющие фасеточное строение, и развиты они довольно-таки хорошо, так как они способны различать практически все цвета, за исключением оттенков красного. Также пчела оборудована крыльями и 3 парами ног. Кто заметил, пчелы — это летающие насекомые. 2 пары кожистых перепончатых крыльев или 4 отдельных крыла. Примечательно, что задние лопасти меньше передних, они натянуты на хитиновую конструкцию и крепятся к грудной части тела. Здесь находятся самые мощные мышцы, ведь грудной отдел не только обеспечивает полет, а также функционирование лапок, но и переносит дополнительный груз. На самих крылышках мышц нет, вся полетная мускулатура размещается на теле. Пчелиные крылья представляют собой живые образования, а не ороговелые мертвые поверхности. В основании крыла расположена трубчатая жилка из хитина, которая разветвляется подобно руслу реки и переходит в более мелкие и тонкие сегменты на маховых поверхностях. По хитиновым полостям движется гемолимфа, и в летательном аппарате происходит обмен веществ. Лопасти покрыты мелким ворсом. На нижнем крае верхнего крыла находится складка, а нижнее крыло оборудовано крючками для сцепки. Конечно же, основная функция крыльев – обеспечивать полет на длинные расстояния и возможность переносить на корпусе дополнительный груз. Крылья, расположенные с одной стороны, сцепляются между собой с помощью мелких крючочков, поэтому в полете образуется единая плоскость. Когда насекомое взлетает, пара дюжин крючков захватывает желеобразную складку верхней лопасти, и с каждой стороны образуется широкая маховая поверхность. Такая особенность облегчает пчелам жизнь. Для режима полета удобнее единая конструкция с улучшенными аэродинамическими свойствами. Но когда пчела погружается в венчик цветка или перемещается в ячейках улья, большие крылья складываются веером, образуя 2 части. В положении покоя крылья плотно прижимаются к корпусу, а большая передняя лопасть накрывает собой заднее крылышко. У полетного аппарата есть и другое предназначение. Жарким летом, в период сбора нектара, рабочие особи проветривают улья, создавая движение воздуха взмахами крыльев. Кроме того, пчелы используют лопасти для уборки гнезда, подметая крылышками пол. В полете пчела жужжит, и звук получается разным, в зависимости от того, в каком состоянии летит насекомое, с грузом или без. У представителей разных семей крылья устроены одинаково, но могут отличаться размерами. Полетный аппарат у каждой разновидности соответствует величине насекомого.
Большое значение имеют отличия внутрисемейные. Каждый рой – это семья из рабочих особей, трутней и пчелиных маток. У каждого типа пчелы крылья имеют особое строение. У матки самые короткие крылья, относительно размеров брюшка. Королева пчелиной семьи большую часть времени не летает и не заботится о пропитании. Ее задача – откладывать как можно больше яиц, поэтому сильный выносливый летательный аппарат пчелиной матки не нужен. Небольшие лопасти едва достигают середины продолговатого брюшка. Самые функциональные и сильные крылья у рабочих самочек, которые добывают нектар и пыльцу, а также занимаются организацией всех процессов в улье. У рабочих пчелок оптимальное соотношение размеров тела и крыльев, которое обеспечивает высокую работоспособность. Крылья для пчел – один из основных рабочих инструментов. Сила и выносливость летательного аппарата важна для обеспечения жизнедеятельности. Хрупкие прозрачные крылышки эфемерны только на вид, а на деле представляют собой продуманный и эффективный механизм. Снаружи корпус пчелы тоже не так прост. Он покрыт хитиновой кутикулой, поверх которой на теле располагаются многочисленные ветвистые ворсинки. Шубка образует статическое электричество и собирает на себя цветочную пыльцу. Время от времени пчелка сметает налипшие частички щеточками и собирает пыльцу в особый резервуар – корзиночку, расположенную между задними лапками. И, наконец, завершает эту биомашину по сбору нектара и пыльцы своеобразное оружие для обороны – жало с ядовитым веществом. У пчел оно отличается заостренной формой и зубцами на конце и является частью тела, располагаясь в конце брюшка. Жало пчелы – это уникальное оружие, которое выполняет сразу несколько функций – защиту улья, самооборону и средства отпугивания хищников. Однако у пчел оно устроено так, что жалить приходится иногда ценой собственной жизни. Жало у пчелы – это орган размером от 2 до 4 мм, который она вводит в тело своего обидчика, впрыскивая яд, который оказывает болевое действие и жжение. Жало пчелы необходимо для обороны, но ужалить она может лишь раз, после чего она погибает, если это касается, например, млекопитающих. Дело в том, что при ударе жало остается под кожей обидчика, а без него пчелка не может существовать, поскольку это часть ее организма. Когда пчела жалит, ее жало проникает в кожу и зубцы фиксируются. При попытке улететь пчела теряет жало, а вместе с ним часть внутренних органов, что и становится причиной ее гибели. Однако в случае нападения на других насекомых пчела может жалить многократно, поскольку их хитиновый покров позволяет жалу свободно извлекаться. При слове «пчела» мы представляем себе именно медоносную пчелу, живущую большой семьей в улье на пасеке. Но мало кому известно, что у медоносной пчелы большинство диких сородичей ведут одиночный образ жизни. При этом они тоже играют важную роль в природе, ведь многие из них опыляют цветы гораздо эффективнее медоносов. В отличие от медоносных пчел, которые могут кормиться почти на всех видах цветущих растений, одиночные строго поделили между собой сферы влияния. Некоторые из них питаются нектаром только одного или двух видов растений. Так, например, антофора частицовая кормится почти исключительно на цветах частица лесного. У других набор кормов шире, но редко превышает десяток видов растений. И самка сама собирает строительный материал для гнезда и пищу для личинок. И вопреки распространенному мнению, что медоносная пчела является лучшим опылителем всех наших растений, цветов и деревьев, многие одиночные пчелы превосходят их в этом амплуа. Например, одна красная каменная пчела опыляет в 120 раз больше цветов, чем одна рабочая медоносная. Одиночные пчелы строят гнезда в полых стеблях и трубчатых отверстиях в почве, песке, глине или дереве, а места их обитания включают сады, дорожные насыпи, берега рек, болота, открытые лесные массивы. Ну а пчелы, которых мы знаем, это медоносные пчелы, и они коллективные насекомые, живущие большими семьями, ульями и имеющими строгую иерархию и разделение труда. Состав такой пчелиной семьи включает в себя матку, трутня и рабочую пчелу.
пчелином обществе господствует матриархат, и именно на самках полностью лежит обеспечение жизни улья. Матка пчелы является царицей улья. Именно она ответственна за воспроизведение потомства. Также именно она является создательницей улья и на первых порах занимается его обустройством, пока в этом деле ее не заменяют появившиеся на свет рабочие пчелки. Именно матка, или как ее еще называют королева, является регулирующим механизмом общественного организма пчелиной семьи. Но как и с помощью чего одна пчелиная королева управляет своей многочисленной семьей? Оказывается, у матки есть специальные железы, которые производят вещество совершенно экстраординарного социального значения. Его называют маточным веществом. Королева пчел размазывает это вещество по своей голове, а пчелы, которые окружают матку, жадно его слизывают. Пока пчелы получают в достаточном количестве это вещество, они довольны своей королевой и положением дел в семье. Но как только маточного вещества становится мало и не хватает на всех пчел, пчелы стремятся сменить королеву и начинают выводить новую матку. Получается, что не сама матка является регулятором настроения в пчелиной колонии. Удовлетворенность, напряженность, революция – все зависит от работы мандибулярных верхнечелюстных желез матки, производящих особое маточное вещество. Однако вся хозяйственная жизнь улья лежит на рабочих пчелах, самках пчелы, не способных к размножению. Именно они трудолюбиво собирают нектар с цветов и защищают улей в случае опасности, занимаются его обустройством, переносят нектар и пыльцу. Продолжительность жизни пчелы напрямую зависит от ее места в пчелином обществе, а также времени появления на свет. Срок жизни ее невелик, и если она родилась весной или летом, то обычно он составляет в среднем всего лишь месяц. Такая короткая продолжительность жизни обусловлена тяжелым трудом, который ведет рабочая пчелка, добывая нектар. Если же рабочей пчеле посчастливилось родиться осенью, то она может прожить даже полгода, так как ей необходимо пережить зимние холода, и не просто так. Действительно, зимовалая пчела – это особая форма пчел, появляющаяся осенью, которая отличается от летних пчел своей физиологией и задачами. Их прямое назначение – обеспечение выживания пчелиной семьи в суровых зимних условиях и поддержание жизнеспособности улья до наступления весны. Зимовалые пчелы формируют зимний клуб, своеобразный живой обогреватель. Они собираются в плотную массу вокруг матки и расхода, если он есть, сокращая мышцами грудных частей и выделяют тепло. Температура внутри клуба может достигать 30 градусов, даже при сильных морозах снаружи. В отличие от летних пчел, зимовалые пчелы имеют замедленный обмен веществ. Это позволяет им экономить энергию и дольше сохранять силы, питаясь запасенным медом и пергой. Их главная цель – дожить до весны, не потратив ресурсы улья впустую. Зимовалые пчелы – это рабочая сила для ранней весны. Они начинают кормить первых личинок, согревают новые соты и выполняют первые полеты за обножкой и водой, пока молодые пчелы еще не выведены. Но дольше всех в пчелином обществе живет матка-пчела. Обычно средняя продолжительность жизни матки составляет 5-6 лет, но для этого ей необходимо быть ценной самочкой и регулярно давать новый приплод. А знаете ли вы, что пчелы не с самого рождения начинают собирать мед? Пчела в улье выполняет разную работу в зависимости от возраста. Только родившись, пчелка еще не умеет летать и находится в улье все время. Бездельничать ей не приходится. Ее работа заключается в уборке сот, кормлении старших и младших деток, уборке улья и строительстве сот. Примерно так же происходит и у людей. Дети сначала помогают родителям дома, готовить, убираться, и только когда подрастут, окончат школу, устраиваться на работу и начинают самостоятельную жизнь. Но так как пчелы живут большой семьей и по отдельности им не выжить, они остаются в улье. От рождения до первого вылета за медом проходит больше половины жизни пчелы. Получается, пчела большую часть жизни трудится в улье. Жизнь пчелы делится на 3 этапа. На первом этапе пчелка убирается в улье, подготавливает соты для откладки яиц и кормит деток смесью перги с нектаром.
Второй этап жизни начинается после 10-го дня. У пчелы развиваются восковые железы, и она начинает строить соты. Кроме постройки сот, пчела принимает и перерабатывает нектар, принесенный в улей пчелами-сборщиками, и размещает его по ячейкам сот. На последнем, третьем этапе жизни пчела начинает собирать нектар и пыльцу. Чем интенсивнее идет медосбор и соответственно больше работает пчела, тем быстрее она изнашивается и погибает. Также в этот период жизни пчелы могут охранять вход в улей. Но не все пчелы погибают от старости. Во время полета за нектаром пчелу подстерегает много опасностей. Это и птицы, шершни и другие неприятности, включая погодные условия. Поэтому в том, что пчела охраняет улей и собирает нектар на завершающем этапе своей жизни, есть определенный смысл. Также они собирают воду. Вода пчелам нужна в приготовлении корма для деток и для охлаждения гнезда. Они развешивают капельки воды по ячейкам сот, машут крылышками и тем самым вентилируют улей. Вода испаряется и увлажняет, и охлаждает воздух. Также воду они используют для разжижения закристаллизированного меда. В идеале, летом в семье всегда должна присутствовать пчелы разных возрастов и заниматься работой, положенной им по возрасту. Но бывают ситуации, когда пчел определенного возраста по разным причинам не хватает. В этом случае другие пчелы переучиваются и восполняют пробел. Таким образом, у пчел очень развита взаимопомощь. Свободные труженицы постоянно мониторят все вокруг, суют головы в восковые ячейки и принимаются за любое дело, если где-нибудь обнаруживается недостаток рабочих рук. Таким образом, семья пчел работает как единый организм, направленный на развитие пчелиной колонии и заготовку меда на зиму. Питаются пчелы пыльцой, нектаром и готовым медом. Пыльца служит источником белка. Он укрепляет мышечную эндокринную систему. Мед и нектар – источник углеводов. Они являются топливом для пчел и поддерживают организм до его полного износа. Пчелы, кроме нектара, иногда собирают с растений падь. Это сладкая жидкость, выделяемая тлями, червецами и другими насекомыми, питающимися соком растений. В результате переработки пчелами пади и медвяной росы получается падевый мед. А собирая пыльцу и нектар, пчелы осуществляют очень важную и полезную функцию по опылению растений. Маленькие труженицы в поисках пищи перелетают с одного цветка на другой, тем самым опыляя растения. Обычно пчелы летают за медом на расстояние не далее 2,5 километров. Если на этом расстоянии недостаточно медоносов, то пчелы могут летать на медоносы, которые расположены на расстоянии 5-8 километров от пасеки. Но чем дальше пчела летает за нектаром, тем меньше она приносит и тем больше изнашиваются ее крылышки. А мы от питания плавно переходим к размножению. Естественное размножение пчел осуществляется путем откладывания яиц маткой, причем яйца она может откладывать как после оплодотворения трутнем, так и без такового, с той разницей, что из неоплодотворенных яиц появляются трутни, а из оплодотворенных – самочки. Но мы остановимся на трутнях, так как о самочках разговор уже был. Так завелось, что в пчелиной семье практически все работы выполняют женские особи, а мужчины тусуются на крайних медовых рамках. Вообще, жизнь трутней, мужской особи пчел, своеобразна. Трутни заметно больше пчелы, у них нет жала, но хорошо развито обоняние и зрение, чтобы заметить свою королеву издалека. Все лето мужчины летают в свое удовольствие, осматривают окрестности, греются на солнышке, едят мед и пергу. В том случае, если трутень задумался и случайно приземлился у входа в другой улей, его примут в другую семью без проблем. А обычную рабочую пчелу женского пола не примут. Рабочую пчелу примут в другой улей только в том случае, если она прилетела с нектаром. Пчела как бы покупает пропуск в улей за принесенный нектар, а трутень-мужчина вхож в любую семью, ему везде рады. Красота! Полетал, размял крылышки, приземлился у любого улья, зашел, поел перги с медом, пообщался с другими трутнями и полетел дальше по своим делам. А в это время рабочие пчелы трудятся, не жалея себя, собирают нектар, поддерживают чистоту в ульях, ухаживают за детьми, строят соты, охраняют улей. Но мужиков это не касается.
Их предназначение – это продолжение рода. Все полеты трутней направлены на укрепление своих крыльев, на повышение летного мастерства и поиски своей королевы. Природой задумано так, что только самый быстрый и сильный трутень сможет догнать королеву пчел. Поэтому умение хорошо летать очень важно для трутней. Так природа отбраковывает больных и слабых, чтобы свои гены будущему потомству смогли передать только самые-самые. И после брачного полета с королевой трутень падает на землю и умирает с довольной улыбкой на лице. Пчелы выводят трутней с запасом. На одну матку приходится не 10-20 мужских особей, а несколько сотен. Если самые сильные, ловкие и проворные альфа-самцы погибают после спаривания с маткой, королевой пчел, то остальных ждет еще более печальная участь. Королева пчел осенью уже плодная и вовсю рождает деток, а нектара в природе становится все меньше и меньше. Впереди долгая зима, и корма нужно расходовать экономно. Трутень съедает намного больше корма, чем рабочая пчела, а надобность в нем к осени отпадает. Поэтому рациональные экономные рабочие пчелки женского рода начинают сначала оттеснять мужчин с медовых рамок, а затем и вовсе выгоняют из улья. Ночи осенью становятся прохладными, и трутни погибают у входа в улей либо от холода, либо от голода. Вот такой грустный конец веселой и беззаботной жизни пчелиных мужчин. Но трутни, несмотря на свою репутацию лентяя в улье, играют важную и незаменимую роль в жизни пчелиной семьи и даже за ее пределами. И не все трутни так погибают. В некоторых семьях пчелы оставляют определенное количество трутней на зиму. Это они делают, например, если недовольны своей королевой и намереваются ее сменить после зимовки ранней весной. Трутни крупнее рабочих пчел и помогают сохранять тепло в улье, особенно в холодное время года. Их присутствие стабилизирует микроклимат, что важно для развития расплода. И в естественных условиях трутни выполняют балансирующую роль, участвуя в регулировании численности семей. Если бы их не было, многие ульи стали бы генетически изолированными, а это прямая дорога к вырождению. Так что у пчел все пределы, и каждая пчела выполняет свою роль, будь то самочка или самец. А мы летим дальше, и наш разговор пойдет о королевах. Путь от яйца до полной пчелы проходит через несколько стадий. Сперва яйцо превращается в личинку, затем в предкуколку и куколку, из которой уже формируется взрослая пчела. Когда пчелиная семья достигает большого размера, происходит ее деление, роение. Роевое настроение появляется у сильной семьи, в которой в избытке молодых пчел, расплода и меда. Если в семье пчел мало пчел, меда, нет трутней, то есть семья слабая. Она, скорее всего, не будет роиться, пока не наберет силу. Пчелы строят специальные отсеки, в которые матка откладывает яичко. Личинок пчел в этих отсеках пчелы кормят только маточным молочком. В результате через 16 дней из них рождаются молодые королевы. Матку пчелы начинают кормить меньше или перестают кормить вовсе. В результате она худеет и обретает способность летать. Пчелы ждут, когда в отстроенных ими отсеках созревают молодые матки. Они находятся в восковых коконах-маточниках. Так завелось, что управлять пчелиной колонией может только одна пчелиная матка. Поэтому матки пчел не терпят друг друга и вступают в смертельную схватку друг с другом. Чаще всего в этой схватке побеждает более молодая и более ловкая соперница. Как только станет ясно, что старой матке есть новая замена, она худеет и вылетает из улья с роем. В рой пчел входит около 40% всех пчел колонии. Перед полетом пчелы набирают полные зубики меда. Таким образом, на случай непогоды у пчел есть запас пищи примерно на 3 дня. После вылета из улья рой пчел приземляется на ближайшее дерево и ждет, когда пчелы-разведчицы доложат о новом жилище. Разведчицы разлетаются в разных направлениях и ищут подходящее место – дупло или, если повезет, пустой улей. О найденном жилище пчела-разведчица сообщает танцам. Еще бы не потанцевать от такой новости, когда от этого зависит вся колония.
Сначала каждая пчела-разведчица танцует танец за свое найденное место. Одна пчела говорит танцем «летим на юг», а другая разведчица «летим на запад». Спустя время все больше пчел начинают танцевать за одно и то же направление полета. И пока неизвестно, по каким критериям рой пчел выбирает по танцам пчел наиболее подходящее им жилище. И когда все разведчицы танцуют за одно из найденных жилищ, дается команда к перелету. Бывает, что нужного жилья не найдено. Тогда рой пчел улетает на другое место, и уже оттуда в разных направлениях вылетают на поиски нового дома пчелы-разведчицы. В роении много зависит от конкретной породы пчел и от конкретной королевы. А пород пчел оказывается масса. Это желтые пчелы, кардаван, майкопские, бакфаст, уральские, карника, русская, сибирская, узбекская и еще 20 тысяч пород. И это не виды, а именно породы медоносных пчел, которые различаются по некоторым критериям, которые выработали пчеловоды. Это миролюбивость, продуктивность, устойчивость к зимовке и перепадам, устойчивость к заболеваниям, склонность к роению, количеству яиц, откладываемой маткой в сутки, и по печатке меда. И каждый пчеловод нахваливает свою породу пчел, а пчелам не до них. Забот и хлопот не впроворот. Еще смотри, чтоб никто не обидел. А многим людям после услышанного захочется поставить улей дома. На что отвечу, что содержание пчел в домашних условиях требует немалой подготовки и знаний. Тема эта настолько широкая, что о ней можно написать не одно исследование. И здесь лучше обратиться к специалистам-пасечникам. Еще с пчелами связано множество мифов и легенд. Например, согласно верованиям древних египтян, душа умершего покидала человека в виде пчелы. Еще первобытные люди заметили, что пчелиные гнезда представляют собой ценную добычу и, как следствие, охотились за ними. Но дело это было опасным и трудным, так как пчелы могли изжалить незадачливого добытчика меда до смерти. В Древней Греции пчеловоды впервые научились вставлять перегородки в пчелиные улья и с их помощью забирать избыточные запасы меда. А начало научному пчеловодству положил великий философ и ученый античности Аристотель. Известный древнегреческий лекарь Гиппократ написал целый научный трактат о пользе меда для здоровья человека, и по легенде на могиле знаменитого врача поселился рой пчел, изготавливающий особый целебный мед, помогающий от множества болезней. Есть даже целая область альтернативной медицины – апитерапия. Это лечение человека продуктами пчеловодства или средствами, изготовленными на основе продуктов пчеловодства. Пчела является не только единственным насекомым, но и единственным живым существом, пожалуй, которое полезно абсолютно. Она одна из немногих, живущих не за счет кого-то или чего-то, а исключительно за счет нектара и пыльцы, которые растения отдают ей взамен опыления. Все продукты жизнедеятельности пчелиной семьи без исключения имеют пищевую и лечебную ценность. Даже страшный пчелиный яд является эффективным лекарством. Даже после своей смерти пчела приносит людям пользу. Из пчелиного подмора погибших пчел делают лекарства. Помимо этого, прополис – это пчелиный клей, который пчелы заделывают щель в улье, тоже полезен. У прополиса приятный аромат, горьковатый вкус. Он обладает выраженными действиями против микробов и вирусов, стимулирует регенерацию тканей, уменьшает боли, прекращает воспалительные процессы. Маточное молочко обладает довольно активными бактерицидными действиями по отношению ко многим гомогенным микробам и вирусам. Маточное молочко нормализует обмен веществ, усиливает устойчивость организма против различных инфекционных заболеваний. Пчелиный воск – твердое вещество, которое вырабатывается особыми восковыми железами, расположенными на нижней стороне брюшка рабочей пчелы. Он тоже находит применение в медицине. Он входит в состав некоторых пластырей, мазей и кремов. Цветочная пыльца – природный концентрат всех необходимых для нормального развития организма веществ. Всего в пыльце обнаружено более 50 различных биологически активных веществ, оказывающих разностороннее
многостороннее действие на организм человека. В последнее время ученых привлекает еще один продукт, вырабатываемый медоносной пчелой – перга, которую пчелы готовят из пыльцы. Перга эффективна при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта, гепатитах, атеросклерозе, неврозах, депрессивных состояниях, бессоннице и подагре. Забрус – это срезанные полоской верхние крышечки запечатанных медовых сот. Исследования показали, что забрус является высокоэффективным средством при лечении бактериальных и вирусных заболеваний носоглотки и верхних дыхательных путей, при этом не вызывая аллергии. Есть даже забрусный мед. Это мед вместе с крышечками сот, получаемый пчеловодом при вскрытии сот перед их откачкой и который считается полезнее. Мумиоасиль – продукт дикой медоносной пчелы, применявшийся в народной медицине с древних времен. О лечебных свойствах мумиоасиль знал и писал еще Авиценна. С помощью спектрального анализа в мумио более 26 микроэлементов. Под влиянием приема мумио усиливается минеральный обмен, ускоряется заживление переломов костей. Но и мед – это не просто вкусная вещь, но и углевод, который наиболее эффективно усваивается организмом до и после физических нагрузок. Мед легко расщепляется и поступает в систему равномерно. Таким образом, уровень глюкозы в крови остается постоянным. Мед содержит почти все микроэлементы и по своему составу напоминает плазму крови человека. Но не весь мед полезен для человека. Воздействие меда зависит от того, с какого растения пчелы собирали нектар. Например, если нектар собран с ядовитого багульника или рододендронов, то с него получится токсичный, так называемый безумный мед. В небольших дозах, говорят, полезен, а если поесть от души, то душа может и покинуть владельца. А кто-нибудь слышал о биологической памяти меда? Продавец наливает пару ложек меда в тарелочку, добавляет немного воды и начинает взбалтывать воду в тарелке. Мед распределяется по ней, и на его поверхности образуются упорядоченные шестиугольнички. И продавец меда приговаривает, что хранился мед в пчелиных сотах и помнит мед, как в сотах лежал. И горожане, удивляясь, берут товар на радости от увиденного. Но оказывается, ученые физики уже давно разгадали этот фокус. Видимые на меде шестигранники в форме соты называются ячейками бинара. Они образуются на любой вязкой жидкости, если налить ее в плоскую тару, добавить немного воды и потрясти или подогреть снизу. Так что настоящий мед в наши дни купить непросто. И хорошо, когда есть знакомый друг-пасечник. А пчелы настолько хороши, что есть даже Всемирный день пчел 20 мая. Ведь пчелы – это частица живой природы. Без пчел обеднели, а может и совсем исчезли бы с лица земли многие представители высшей растительности. Ученые все чаще рассматривают этот сценарий, так как насекомые начинают вымирать. Очень важна природоохранная роль пчел. Там, где есть медоносные пчелы, благополучнее среда обитания для человека, снижается экологическая напряженность. Велика польза от этих удивительных насекомых для человеческого хозяйства. Опыляя растения, они повышают, а часто целиком формируют их урожай. Ведь только при многократном посещении пчелами цветков возможно избирательное опыление, определяющее высокое качество плодов, и пчел по праву считают помощниками земледельца. Поэтому пчелу есть за что ценить и хранить, и относиться к ней с уважением. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.